Привет, друзья! Я Кустова Анастасия, и в эфире наша рубрика «С вами Кустартник», где я беседую с художниками, с людьми творчества, из сферы искусства. В общем-то, я надеюсь, что у меня в гостях будет всегда очень много интересных людей. И, конечно же, наш герой сегодня очень интересная художница. И ссылки на ее контакты вы сможете найти в описании. Сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы больше людей познакомилось с творчеством художников из разных сфер. Мне кажется, это очень классная наша с вами общая миссия. И сегодня в гостях у меня, я сейчас расскажу, почему так произошло, Зарина Ситумаранг, художник, пишущий маслом, и мы подробнее сейчас с Зариной поговорим об этом. Зарина, привет. Привет, Настя. Вот, я начну с того, что вообще как я познакомилась с твоим творчеством. Вот, мы с тобой об этом, кстати, не разговаривали до, и я была на тебя подписана еще до того, как, мне кажется, как только я начала писать акварелью. И да, это было достаточно давно, еще лет 5 назад, и твой профиль, он полностью на английском языке. И я была подписана, я следила, мне очень нравились работы, я была уверена на 100%, что ты не из России, что ты живешь где-то в другой стране, что ты говоришь на английском языке, потому что весь профиль, он английский, ну и, собственно, Зарина Ситумаранг как-то не наводит на мысль о том, что ты из России. Расскажи, пожалуйста, вообще, почему так, почему, начнем мы с этого и, конечно, потом уже о твоем творчестве. Хорошо, так, надо сначала подумать. Ну, на самом деле, ответ достаточно простой. Дело в том, что я самоучка, и я безумно боялась осуждения. Я безумно боялась, что сейчас я что-то выложу, напишу что-то по-русски, и мне прилетит какой-нибудь комментарий в духе «так». Ну, просто было такое в детстве, ну, не в детстве, в школе, когда мне говорили, что а вот так вот я рисовала еще там в 10 лет, как ты рисуешь в 16. И я просто боялась, что это меня все демотивирует и как-то собьет с пути, поэтому я для себя решила, что, что я буду писать на иностранном языке, на английском. Я себя оправдала это тем, что аудитория больше. Еще тем, что я буду учить английский от этого, я буду лучше писать, я буду лучше говорить. Ну и на самом деле самая главная причина — это то, что я боялась того, что мне прилетят какие-нибудь такие комментарии, которые вот меня заденут, меня обидят. Вот такой ответ. Ты сказала, что ты самоучка. Собственно, на самом деле, я когда спрашивала вообще свою аудиторию, кого вы хотите увидеть, с кем вы хотите интервью, и называли действительно разных художников, и тебя в том числе. И и на самом деле просили героя, который начал свою творческую жизнь, да, свой творческий путь уже в сознательном возрасте, и который не профессионально учился и знал там с 10 лет, с 5, что он станет художником и будет вообще там работать. Расскажи, пожалуйста, про свой путь, почему и как ты пришла вот сейчас вот к рисованию, которое есть у тебя. Ты знаешь, мне всегда хотелось рисовать, но в моей семье это всегда считалось чем-то вроде, Зарин, все видно, что, господи, что ты можешь? Если художник, то это человек, который вот там в 2 года взял карандаш, и у тебя тут уже потрясающие портреты всей семьи висят. А я мне обычно говорили, что ты умеешь копировать, но рисовать ты не умеешь. Как будто бы это какие-то две разных вещи. Абсолютно вещи, которые никак не пересекаются. И поэтому я как-то всегда росла с ощущением, что мне очень хочется, мне очень интересно, но талантом кто-то меня обделил. Вот. И поэтому, как это сказать, я начала думать о том, что все-таки надо, что я не могу прожить свою жизнь, не попробовав.
Вот для меня, на самом деле, самым страшным ощущением было, что как это так, я прожила, я чем-то занимаюсь. Потому что если я чем-то занимаюсь, я всегда стараюсь выложиться на 100%, иначе я не могу. И как это я вот даже не попробовала. Ладно, если я облажалась, ладно, если я сделала какую-то хрень, все сказали, господи, какая страшная хрень. И я такая, ну ладно, не мое. Но не попробовать, не, как сказать, не заняться тем, куда меня всегда тянуло, это вот для меня было на самом деле страшнее, чем облажаться. И поэтому в 19 лет я для себя решила, что ну, либо сейчас, либо никогда. Потому что, конечно, все родственники говорили, нет, сначала ты отучись на журналиста, а потом занимайся чем хочешь. Да, Вот положи нам диплом. да. А у меня еще проблема в том, что у мамы как раз нет высшего образования. Для нее это было прям вот... То есть я и училась, у меня всегда там были пятерки, я такая прям была супер-пупер. И все рассчитывали, что сейчас как журналист такой будет отличный. И я такая говорю, нет, я не могу, потому что я знаю, что я все буду время тратить на это. Я хочу все сделать хорошо, все будет круто, только не для меня это все. Ну и в итоге я ушла. Вот, в итоге я поняла, что я не буду ждать, когда я закончу университет, когда я устроюсь на первую работу, потому что опыт же нужен, как это ты ушла из университета, опыта у тебя нет. Потом от работы несколько лет хотя бы, чтобы был опыт, и я поняла, что ну да, сейчас я отработаю, потом, значит, с меня начнут требовать детей, внуков начнут требовать. Потом, значит, муж-то у меня как бы уже давно есть. Ну да, кстати, о фамилии. фамилии. О фамилии, да, но к этому мы еще можем вернуться, да. Обязательно. И поэтому я поняла, что либо я это делаю сейчас, либо я не делаю это никогда. И вот оно и получилось. Ну, сразу я отчасти в интервью всегда озвучиваю не только мои мысли и мои вопросы, а те вопросы, которые всегда возникают в этой сфере. А не страшно ли было уходить с того пути, который, ну, вот правильный, как считает общественность, в котором, да, нужно получить высшее образование, все, и уходить куда-то, где, ну, то есть, а профессия у тебя какая, почему ты художник, ну, вот. Какие вообще твои внутренние были моменты? Ты знаешь, я, наверное, ушла в очень-очень правильное время, потому что я была молодая, туповатая и упрямая. И мне так вот, понимаешь, меня свербило. Я такая, да, я могу это сделать, я чувствую в себе силы. И вот это вот ощущение, знаешь, как в треках Эминема, когда ты такой один против всех, и ты такой, я всем докажу, все будут еще как бы радоваться, какая я крутая, восхищаться. Вот это вот на этом ощущении я и выползла, так скажем. Потому что оно мне позволило добиться того, чего я добилась. Вот если бы это было сейчас, да, вот хотелось сразу спросить, вот сейчас бы ты когда я взрослый, уставший, господи, ты что, мне до магазина-то дойти сложно, а ты говоришь, там профессию поменять. Нет, я уже все. На этом мои полномочия все. Это потому, что ты себя сейчас нашла, или все-таки, вот если бы сейчас все-таки у тебя было ощущение, что ты, как ты вот вначале сказала, что ты чего-то не сделала, то есть, что ты что-то все время хотела, но ты не попробовала, вот ты бы решилась сейчас на это? Ты знаешь, оно у меня все сейчас вокруг арта. То есть есть какие-то вещи, которые я еще не попробовала, например, интервью. И вот я здесь. И то есть это все, я настолько себя нашла в этом, мне настолько в этом комфортно, что хочется пробовать какие-то вещи вокруг арта. То есть я знаю, что я очень закрытый такой человек, которому тяжело говорить с другими людьми. То есть я как будто бы сейчас прокачиваю этот момент. То есть я все время чему-то учусь, все время чем-то занимаюсь. Нет такого, знаешь, что ой, я всего добилась, у меня жизнь чудесная. Нет. Меня постоянно свербит, мне постоянно хочется делать что-то еще. Если я чувствую, что я где-то там чего-то не могу, то все это вот. И оно мне надо. То я этим занимаюсь. Поэтому нет ощущения, что
я закончила упражнение, так скажем. Ну вот как раз еще хочется, да, углубиться в тему таланта и работы, да, потому что Ну, вот так мы как чё- раз кружимся вокруг нее, да, и ты сказала вначале, что у тебя не было ощущения, ну, по крайней мере, от окружающих, от всех, да, вот этого отклика, что вот, ну, вот как ребенку говорят, ой, у вас такой талантливый ребенок, да, вот вы как бы талант, а вот у тебя этого не было. И что тебе позволило все-таки поверить в себя? Ну, то есть вот помимо того, что большое желание, вообще, и веришь ли ты в талант, или как это, ну, или веришь ты в работоспособность, как это все складывается, вот, по Ты твоему знаешь, мнению? у меня, как бы, если говорить о моих талантах, то у меня абсолютно нет никаких талантов к рисованию. Мгм. Вот вообще наглухо. Я не умела ничего. Буквально у кого-то есть какие-то понимания цвета вот уже на уровне там с детства, как врожденное что-то такое. У меня не было ничего. Я была абсолютно отвратительна во всем. То есть Сразу, да. Если это вы, то ставьте продолжайте лайк, да. слушать, да, нас. вот. Но единственный талант, которым я обладаю, это любовь к тому, чтобы учиться. Я очень люблю учиться, я люблю самосовершенствоваться, я люблю пахать как проклятая. Мы можем еще потом поговорить про депрессию, выгорание, потому что 100% идет бонусом, это- да, ко всем этим навыкам. И поэтому, в общем, все это мне и помогало, только мое ощущение того, что я могу научиться. Там был такой, знаешь, переломный момент, когда у тебя ничего не получается, все плохо, и ты, когда ты только начинаешь, ты начинаешь сравнивать, знаешь, как я рисовала неделю назад. Вот это было неделя, и такой, и смотришь, думаешь, так, ну что-то, наверное, улучшилось, да, вот кажется, что стало лучше. И в какой-то момент я поняла, что действительно стало лучше. Я так смотрю и думаю, о, что-то пошло дело, вот это круто. И от этого ощущения тебе еще больше хочется, еще больше пахать, еще больше работать. И поэтому вот только на моей любви к рисованию, вообще к этому занятию я и смогла чего-то добиться. Я видела в твоем профиле вот это сравнение, ну, которое все... Одни есть люди, которые очень любят это сравнение до-после, там, 10 лет, а другие, которые говорят, ой, у вас и до было прекрасно. Классика, да? Да, и вот, ну, я обязательно его здесь вставлю, Да, и мы покажем, потому что хочется вот показывать, да, вот эту вот разницу. И как вот ты от этого пришла к этому? Ну, то есть вот расскажи чуть более подробно, что ты делала, как ты училась, потому Рассказать, что... сколько ночей я рыдала. Да, и как ты училась? Ну, потому что обычно не верят. Ну, вот окей, есть, да, прости, в 2008 и есть там, не знаю, вот 22 год. И вот как этот путь проходил? Если ты самоучка, как ты училась? Вот как ты от этого пришла к этому? Так, я первоначально, когда я начала рисовать, я не понимала вообще ничего. Не то, чем я хочу заниматься. Ну, ты понимаешь, когда ты ходишь куда-то в художественную школу или на какие-то курсы, у тебя есть хоть какой-то опыт, хоть какие-то материалы ты пробовал, а я вообще была ноль. Я вот такая пришла и думаю, так, чем мне заняться? Сначала это был диджитал-арт, потому что ну, у меня были знакомые, которые там концепт-художники и так далее. Я подумала, что может быть, мне тоже стоит этим заниматься. Это в любом случае по умолчанию принесло бы больше денег, чем вариант с классическим. Вот. И я начала пробовать все подряд. То есть это вообще... И в какой-то момент ты понимаешь, что тебе нравится, а что нет. И уже становится чуть проще. Что ты можешь сконцентрироваться на каких-то универсальных знаниях, не на том, как работать с пастелью, с углем или с маслом, а просто на каких-то там, на знании анатомии, тональных взаимоотношений и всего такого. Ой, так, сейчас я теперь вспомню вопрос. Так, как ты училась? Из точки Да, А в точку Б. Да, наши любимые. Сейчас расскажу. Успех. Основная проблема, вот что касается монохромных работ, как-то с карандашом, ну, я так постепенно развивалась, все было нормально. Знаешь, там ты учишься
понимать формы, ты учишься чувствовать не просто плоское изображение, а создавать как-то вот светом, тенью этот объем. Но потом я решила попробовать масло. И вот тут у меня возникли проблемки. Дело в том, что, как я и говорила, талантов у меня не шибко много в искусстве, и основная проблема была в том, что я просто паниковала. Я не знала, как смешивать цвета вообще. То есть это было, если как бы зеленый получился, ну мне так повезло. Не то, что я не знала, как, знаешь, синий с желтым смешать, это все нормально. Но вот именно вот этот вот там оттенок зеленого, ну, господи, я не поняла, я просто в панике что-то с чем-то мешала, и что-то получалось. И вот это вот ощущение противное того, что ты это никак не контролируешь. Того, что как будто бы присутствует какая-то даже неудача, а случай. Вот. Ну да, то есть ты не понимаешь, как, вот ты хочешь что-то получить, вот часто меня спрашивают там студенты, да, вот я хочу получить вот этот цвет, как мне его получить? И это же не всегда одно и то же, это же не всегда одинаково при разных входящих. Да, естественно, это очень сильно зависит от оттенка и от всего, от того, что у тебя есть, что ты хочешь. Поэтому даже это зависит от красок, от того, какой это бренд, какая-то линейка. Поэтому, ну что, я села, поплакала, поняла, что я не понимаю, наверное, я не талантлива. Ну, это мы уже, Да. Я такая, видимо, таки да, все были правы, а потом я поняла, что нет. То есть, ты знаешь, у меня есть какое-то вот такое зудящее ощущение, что ну нет, этому как-то можно научиться. И я поняла, что цвет — это сложно. Потому что цвет, он не... Когда ты что-то миксуешь, ты должен учитывать несколько вещей. Ты должен учитывать насыщенность, яркость, то, как это выглядит в черно-белом. И я тогда подумала, ладно, тогда мне, значит, надо все делать постепенно. Значит, сначала я перешла полностью на работы монохромные. То есть такой был период, когда я просто пыталась создать объем маслом, но в монохромном виде. Ну, за счет тона, то есть как бы без исключительно, цвета. Да. Это мне помогло. Потом в какой-то момент я подумала, так, все, хватит. С этим мы вопрос решили. Это я вижу. То есть, когда ты работаешь с цветных референсов или с цветной, так скажем, натуры, это сложнее сделать. То есть с черно-белого это легко. Но когда с цветного, ты уже начинаешь чуть-чуть включать голову и пытаться привыкнуть к этому. И потом я перешла на палитру Зорна. Его еще называют у нас Зорн, но... Да. И вот это меня очень сильно спасло. Потому что когда у тебя есть 4 цвета, буквально белый, черный, красный и охра, ты понимаешь, что, ну, будь добр, сам все смешивай. У тебя нет варианта, знаешь, какого-то более изумрудного, зеленого, более такого, более сякого. Вот у тебя есть 4 цвета, вот выкручивайся. Тут даже заметно до сих пор на палитрах, что это вот прям самые такие жирные, самые популярные у меня цвета. И все, вот они у тебя есть 4, и ты вот сидишь, думаешь, господи боже, так. Этот цвет не похож на этот цвет. Что мне нужно делать? Я буквально каждый раз в голове проговаривала. Так, сейчас надо будет переводить с английского, потому что у меня часть терминов по-русски, часть терминов по-английски. Так что если я буду как-то женщина, которая... С названиями красок, мне кажется, уже все привыкли по-английски тоже отчасти. Ты знаешь, меня все время пугает, что я буду вот этой вот женщиной, которая такая говорит потом designs, это affordable. Вот. И ты вот начинаешь у себя в голове думать, так, если по value, то есть в черно-белом варианте сходятся, окей. Так, не лезем к этому. Дальше, что у нас? По самому цвету, по хью, оно у нас сходится. Что не хватает? Слишком насыщенный цвет. Тогда надо вот так сделать. Или там какого-то желтоватого не хватает, надо добавить. То есть ты вот бесконечно... Этот процесс у меня, господи, как же он тяжело шел. У меня такое ощущение, что у меня голова дымилась в этот момент. То есть я вот так сидела, ты представляешь, это было над каждым цветом. Вот ты миксуешь один цвет, и вот это...
Так, Зарина, не нервничай, все будет хорошо, тебе просто надо подумать. Так, как приглушить этот красный? Чуть-чуть, щепоточку зеленого, все, хватит. Остановилась, подумала, посмотрела. И вот через такую боль, через вот это вот бесконечное, это, наверное, самое сложное, что мне давалось. Вот это вот. Но по сути, ты говоришь об ограниченной палитре. Да. То есть ограниченная палитра в целом позволяет ее изучать глубже, да, если я тебя правильно поняла? Однозначно. Вот всем, у кого проблемы с цветами, со смешиванием, с пониманием, я очень рекомендую попробовать ограниченную палитру. Она прям дает такой пинок, когда ты понимаешь, как цвета взаимодействуют, как тебе что-то приглушить, как тебе сделать более ярко. Понятно, что она ограничена. Ну, она так и называется. То есть всего ты не добьешься. Ты не можешь с моей любимой палитрой сделать какой-то ярко-синий. Просто не можешь. Но, господи, возьми потом, если тебе надо. Возьми да добавь. То есть у меня именно так и было. Я поняла, что мне ее в какой-то момент уже не хватает, но я просто добавила того, чего мне не хватает, и все. И с какими темами ты работала? Ну, то есть вот начинала с каких тем? Вот сейчас мы видим... Давай-ка подумаем, сейчас мы видим тему очень такой большой, как мне кажется, телесности, во-первых, и света, да, то есть это то, что прослеживается везде. Это очень нюансная тема и очень много именно работы с человеком, да, то есть и с телесными оттенками, и вообще вот эта тепло-холодность, она у тебя очень-очень тонкая. Ты, прям настолько чувственная, что мне кажется, я чувствую тепло от работ, которые... Но вот какие первые темы, вот с которыми ты работала и изучала палитру, такими же они были, или это было что-то другое? Ты знаешь, первое, вот самое-самое первое, когда я вообще ничего не поняла, я рисовала все. Я говорю, я просто дорвалась, как будто мне надо рисовать все, мне надо рисовать всем. И поэтому вот все подряд было, буквально все подряд. А потом, я не знаю, может быть, у меня такая проблема, что мне вечно надо то, что самое сложное. А что самое сложное? Руки и портреты. И я такая, вот она я, руки и портреты. И как-то, достаточно быстро мне это стало интересно. И, понимаешь, руками очень многое можно сказать. Портрет — это всегда человек. Ты всегда на него смотришь как на другую личность. Ты смотришь на глаза, на нос. А тут этого нет, но смысл есть. И поэтому я как-то... Меня иногда спрашивают, когда я перестану рисовать руки. Нет, я не знаю. Я еще не нарисовалась. Сейчас я задам тоже популярный вопрос, сразу касаемый рук, прости, да? Давай. Почему руки ты сказала, да? Что вы вкладываете в свои работы? Потому что я обожаю этот вопрос, потому что он очень сложный, с точки зрения вопрошаемого он какой-то логичный, с точки зрения художника он безумно такой непонятный, но такая по классике пойдем. Что вы вкладываете? То есть Мне хочется передать такие вещи, как тепло, надежда, любовь, понимаешь, мне не хочется это делать как-то слишком очевидно, мне хочется передать это ощущение. Угу. И для меня это руки. То есть, когда ты приходишь, обнимаешь домой любимого человека, ты не делаешь это лицом, понимаешь? Нет этого ощущения может быть, кто-то, конечно, делает. Но, понимаешь, без рук-то не делает. Никто не приходит тереться друг об друга. Все равно все взаимодействуют руками. Я шучу, конечно. Факт. Ладно, так, это надо будет вырезать. Котики трутся друг об друга. Но руки — это тоже хорошо. Поэтому такое есть взаимодействие этими руками, когда тебе хочется кого-то обнять, потрогать. Знаешь, есть, например, люди, которым недостаточно глаз, им всегда нужно потрогать. Я думаю, ты это знаешь, особенно на выставках, когда кто-нибудь обязательно хочет. Есть такие, но стараются, себя ограничивать. Прям видно, как человеку тяжело. Он в этот момент, он такой, нет, я не буду. Да, я как раз недавно видела, как женщина потрогала и убежала. На всякий случай. И для меня это важно. Знаешь, я в детстве все время занималась вязанием, вышиванием, бисероплетением. То есть это всегда было какое-то... Это всегда были руки.
И насколько для тебя вообще важно тактильное? Просто обычно, когда говорят про тактильное, ну, то есть такое глубокое, которое я вижу, часто воспринимают это как еще и тактильный материал. То есть, ну, я имею в виду пастель или такое масло, которое, вот как говорят, масло, которое хочется там, не знаю, взять. И при этом я вижу работы с мягкими, очень тончайшими слоями. Это работа еще в процессе. И вот как это у тебя соединяется, хотя при этом много тактильности? На самом деле достаточно просто. Вот ты говоришь про материалы, но у меня аллергия на пыль. Угу. И проблема в том, что я, например, безумно люблю уголь. Вот вообще. Да прям моя любовь. Но есть маленькая проблема. Проходит 5 минут, я начинаю чихать, чесаться. Поэтому не мой вариант все, что сыпется, все, что... Тут как бы я уже смирилась, что нужно быть аккуратной, не надо лезть руками, не надо как бы разливать медиумы. Но это не всегда получается, ну вот. А почему оно, так скажем, плоское? На самом деле ответ очень простой. Чтобы создать какое-то ощущение мягкости, ощущение градиента, ты не можешь позволить себе текстуру. Мне не нравится, как это выглядит. Угу. То есть оно как будто, понимаешь, оно не то, что разрушает вот это ощущение плавности, переходов, цветов. Ну вот это мое личное ощущение того, что мне оно то самое впечатление ломает, впечатление от света. Угу. То есть даже в жизни, когда ты видишь, если свет на что-то падает, оно привлекает внимание. Вот эти переходы, они у тебя сразу будут бросаться в глаза. А тут мне хотелось прям вот что-то идеальное создать. Угу. И, ну, такой немного закономерный вопрос. Ну, то есть масло для тебя, получается, лучший медиум, в котором ты можешь выразить себя или нет? Почему именно масло? Ну, ведь акрил, допустим, есть, тоже мягкие переходы. Я тебя сейчас на сторону акварели не призываю, но там тоже можно сделать. Вот почему именно масло? На самом деле очень интересная история. Вот это, то, что тут представлено, это не первый слой. И из-за того, что я самоучка, я постоянно живу с ощущением, что вот сейчас-то я точно облажаюсь. Что, ну, вот все то было случайностью. И поэтому я взяла себе такую потрясающую привычку. Всегда первый слой должен быть отвратительным. То есть мне так нравится, меня это успокаивает, потому что я смотрю, думаю, господи, как ужасно, хуже точно не будет. Ну, как страх белого листа, то есть надо его пробить. Да. И я прям вот, ну, я думаю, ты там покажешь мои первые слои, потому что да, обязательно. Мне это нравится. Мне нравится вот это вот ощущение, что, сейчас будем улучшать. И только масло его, в общем, может дать в такой полной мере, когда ты не переживаешь. Это, во-первых. Во-вторых, мне не нравится запах акрила. Угу. Ну, это вот моя личная особенность. Я настолько люблю всякие запахи. Ты знаешь, я могу, если дождь на улице, я могу вот так вот встать и там из окна нюхать, как пахнет. Ну, вот это такая личная особенность. И я помню, что когда я первый раз попробовала масло, я такая... Вот это мне нравится, да. Вот это лучше, чем акрил. И плюс дольше сохнет, ты банально опять-таки снимаешь с себя ощущение, что все кончено. То есть у тебя там еще, в зависимости от медиума, есть еще достаточно времени что-то исправить. Угу. И вот тогда, продолжая тему масла, каким маслом ты пишешь? Потому что всегда спрашивают, а какие, то есть топ вопросов мы обязательно, да, какими красками вы рисуете и какими красками вообще сейчас? То есть вот я вижу перед собой палитру, вообще это на самом деле, потому что моя палитра выглядит вообще не так, потому что акварельная палитра выглядит не так, и я не так часто вижу масляные палитры, поэтому я залипаю, потому что это очень интересно, да, мы вот такие мягкие цвета, переходы, тут много. Пользуешься ли ты одним брендом? Или это, в общем-то, расскажи про материалы, которыми ты работаешь. Так, да, в основном пользуюсь одним брендом, это Royal Talents, потому что, ну, изначально у них был самый большой выбор.
И я помню, я когда приходила в магазин, то есть я начинала с отечественных брендов, что-то такое супер недорогое, супер доступное, и я всегда смотрела на Рембрандт, на краски, думала, господи, когда-нибудь настанет тот день, когда я смогу себе позволить хотя бы один тюбик. Ну вот, кстати, и они, да. Да, да. Их тут много. В основном, я бы сказала, что когда мне нужно что-то написать, Да, мне не интересно, потому что переживая, это большие это... тюбики для меня. Ничего себе. Да, да, очень. Это еще, кстати, да, не такие большие. Вот все, что я принесла, это Royal Talents, и там, по-моему, есть один Winsor & Newton. Да. Вот, но в основном это Royal Talents, потому что действительно был самый лучший выбор. Самые лучшие цвета. Мне так это нравилось, это ощущение, что вот как-то Рембрандт, представляешь? Рембрандт. А они отличаются вот, от, там, допустим, отечественных аналогов, да, так скажем? Мне сложно об этом говорить. Я не буду в это вступать. Провокация? Нет, ну это как-то жестоко сказала. Нет, я просто, как это сказать, эту дверь я открывать не буду, спасибо. Не в том смысле про краски, я имею в виду скорее про обсуждение того, там, плюсы, минусы. Просто для себя я поняла, что вот Ван Гог, например, вот эта вот серия, она по соотношению цены и качества мне подошла идеально. Но Ван Гог ученическая по сравнению с Рембрандтом. Да, да. То есть при этом ты пользуешься и теми, да? Да, да, совершенно спокойно пользуюсь теми и другими. То есть вот для меня, например, по ощущениям Рембрандт просто насыщеннее. Вот ты, например, пытаешься создать какой-то оттенок, и Ван Гога тебе понадобится, например, того же красного, больше, чтобы его сделать. Рембрандта ты чуть-чуть добавляешь и думаешь, господи, нет, слишком красно, отмена. Вот. И для меня в этом разница. У меня нет какого-то ощущения, что, ой, нет, там Ван Гог это плохие краски, это только для учеников, я не могу им пользоваться. Там светостойкость вполне себе такая же, как у Рембрандта. Поэтому менее концентрированное, менее насыщенное, но оно не... Как сказать, я настолько за годы привыкла им пользоваться, что я знаю, сколько мне нужно. И когда я переходила на тот же кадмий Рембрандта, я вот как раз у меня были эти моменты, когда я думала, что уже слишком много, надо обратно. Вот, так что пользуюсь сейчас и тем, и другим, в зависимости от того, что у меня есть дома. Да, не хочется вот... был ли такой вообще момент прийти в магазин и скупить краску, потому что она красивая, хочется столько разных цветов. Ты видела, сколько она стоит? Всего? Хороший ответ. Серьезно? Нет, ну, ты понимаешь, я же... Ну вот если были бы деньги, ну вообще на все краски. Это какой-то философский вопрос. Да, возможно. Ты знаешь, я... как будто бы в себе, так как я не из богатой семьи, и какое-то желание что-то покупать я в себе как будто бы убила. То есть даже до сих пор, когда у меня появляются деньги, мне ничего не надо. И поэтому, когда я увижу краску, нет, вот есть список, вот я приду со списком, я выберу по списку, я ушла, мне больше не надо. Какая-то грустная тема получилась. Нет, ну просто, знаешь, это тоже интересно, потому что я как бы к чему веду, что многие там приходят, и глаза разбегаются, и хочется все эти краски скупить, а потом ты сидишь с огромным объемом красок и не можешь в них разобраться, да, мы уже сегодня с тобой говорили об ограниченной палитре. Вот. Но иногда у некоторых, да, возникает вот это вот желание, ну вот были бы у меня средства, я бы смог это себе купить. То есть, по сути, что, ограничения дают тебе на самом деле свободу или ограничения помогают развиваться? Вот, как для меня, считаешь? Да, для меня помогают развиваться, потому что у меня нет ощущения, что сейчас я пойду, куплю, и от этого мои работы станут лучше. Нет, у меня есть ощущение, что я пойду куплю, потрачу денег. Ну ладно, выкидываем это из уравнения. Ну я пойду, куплю все это, приду, положу, конец. Ну то есть оно никак не поможет моим работам, оно не сделает их лучше. Скорее, если я почувствую потребность того, что мне нужно там
мне не хватает какого-то холодного розового, я пойду его куплю, я буду счастлива, я буду знать, куда я его применю, зачем он мне нужен, даже если я его применю там 2-3 раза. Но я буду знать, что он у меня есть и что у меня была в нем потребность. А так просто покупать ради покупки, ну, не знаю, мне как-то неинтересно. Вот понимаешь, если бы у меня было ощущение, что это сделает из меня офигенного художника, я бы, конечно, все купила. Но оно не помогает. Но ведь такое ощущение часто создается. Честно скажу, почему? Вот ты сейчас уже сама преподаешь, и у тебя есть студенты, которые, ну, по сути, видят твои работы, они приходят и я хочу вот твою палитру. Сейчас я куплю твою палитру, и тогда я буду рисовать, как ты. Как ты вот считаешь? Ну, это очень мило. Ты знаешь, я бы тоже очень хотела вернуться во времена, когда тебе так кажется, когда жизнь классная, она зависит от того, сколько ты купил сегодня красок. Ну, это же прекрасно. Как я могу к этому относиться? Подходить и говорить им: все будет плохо, ребята! Нет, но... Будет отвратительно. Но отчасти ведь как бы возвращать в художественную реальность тоже, наверное, нужно? Или как ты так вот даже знаешь, студентам говоришь? Как я к этому отношусь? Их жизнь вернет в эту реальность. Ну, пусть они поиграют с этими красками. Если это... Естественно, если человек говорит, что он там на последние деньги хочет купить, ну, конечно, нет. Конечно, я всем сразу говорю, чем я пользуюсь, что я считаю, как сказать, необходимым минимумом и так далее. Но если человек хочет, ну... Блин, ну что, радостей, что ли, в жизни очень много, да? Да, тоже верно. А если от красок мы перейдем к холстам и кистям, ну сразу, чтобы обсудить эту важную тему, холсты, ну, я не очень сильно разбираюсь в масляной живописи, но в рамках разумного я буду стараться задавать умные вопросы. Хлопок или лен, соответственно, какие подрамники, делаешь ли ты на заказ под размеры, покупаешь ли ты в магазине, и какие лучшие кисти для тебя? Так, с холстами были очень большие проблемы из-за того, насколько, вот как раз то, о чем мы говорили, насколько я, ладно, скажу это слово, заморачиваюсь в плане переходов цветов, ты можешь понять, что если тут неожиданно по какой-то причине маленький кусочек станет темнее, это будет заметно. И была проблема с недорогими холстами в том, что, например, если он где-то плохо прогрунтован, или еще что-то, не знаю, что волшебное с ним случилось, это может происходить. То есть банально ты накладываешь слой краски одинаковый, и внезапно какая-нибудь точечка может по тону чуть-чуть изменяться. Но когда у тебя все настолько подогнано друг под друга, это заметно. И вот это доводило меня до каких-то вообще, я не знала, ну, так как у меня не было знакомых, я не знала, к кому обратиться, кому сказать, что почему на лбу появилось пятно. Ну, я просто вот так вот паниковала, у меня глаз так вот делал весело. И в какой-то момент я поняла, что с этим нужно что-то делать. То есть я могу каждый раз там подмазывать чуть светлее или как-то это компенсировать, но пора отказываться от того, что есть в магазинах. Вот, и уже где-то заказывать. Так что и холсты, и подрамники – это на заказ. Единственное, что спасло меня в плане каких-то небольших работ, это бумага для масла. Вот. Я тоже использую Royal Talents, плюс у Фабриано есть. Очень хорошая бумага. Для меня это такое удовольствие. С ней просто приятно работать. И самое главное для меня – это стабильное качество. Я знаю, что все будет хорошо. Я знаю, что я не куплю что-то, что плохо прогрунтовано, у меня не появится каких-то неожиданных пятен, не будет проблемы распределять цвет. То есть для меня это счастье. Стабильность – это вот мое счастье. Я как выбрала что-то, я в это уперлась. Вот для меня это важно. Поэтому холсты сейчас итальянские, подрамники на заказ. Так, кисти. Да, кисти. Вот это, кстати, интересный момент. Давай их в руку возьму, чтобы помнить, о чем я говорю. Хочешь подержать? Конечно, конечно. Мне кажется, это... С волосиками моей собачки, как понял. А вот кисти – это обычно просто какая-то мягкая синтетика для
Для основной части, для каких-то моментов, где мне хочется сделать погрубее, это какая-нибудь самая злая, мерзкая щетина, вот, что прям шкрябало и царапало все на свете. Вот, так что... А в плане бренда, в плане стоимости, ну, как сказать, не сыпется, и ладно. Мгм. Единственное, что если там что-то отклеивается, вот это, конечно, подбешивает. Ну, Ну да, ну я, собственно, вижу, да, кировские кисти, в том числе у нас кисти, мне кажется, город Киров славится на производство кистей, в целом там много фабрик разных, вот, поэтому, да, вижу, что кисти рабочие, вот они да, все все изнашиваются. по-настоящему, да. А вообще, много изнашиваются кисти при работе? Нет, при моем стиле нет, вообще нет. То есть я даже не знаю, сколько лет этим кистям. Ну, ты вот можешь заметить, например, по этой кисти, что на ней уже ничего не написано. Да, да. Она уже все. Я даже не могу предположить бренд. Я уже тоже не могу. Хотя, да, я могла бы И предположить, видишь, что в это каком что-то они Пинокс, но состоянии. нет. То есть это... Да, да. Мне же лучше, понимаешь, что-то блендить, что-то плавно делать вот такими кистями гораздо проще, чем теми, которые еще относительно в порядке. Так что вот этот момент бюджетность. Все остальное жуть как дорого. Дорого. Ну, мы еще с тобой к стоимости формирования обязательно дойдем. Вот. Немножко хочется вернуться к тому, что ты говоришь, насколько важны для тебя детали, насколько важно, вот, чтобы все было вот так. То есть ты перфекционист. Ну, я делаю такой вывод, да, ну, отчасти. Можешь меня поправить, если это не так. И, собственно, вопрос будет этого касаться. Помогает тебе это или мешает в творчестве? Ну, вот это стремление к идеалу, когда отпускаешь ли ты себя, не считаешь ли ты, что в какие-то моменты, может быть, излишний перфекционизм не дает легкости и свободы, возможно? Да. Следующий вопрос. Да, у меня был слишком длинный вопрос, что даже смотрящие нас явно потеряли мою мысль. Но... Да нет, я ее не потеряла, все нормально, и такое есть. Я знаю, что у меня есть вот эта проблема того, что все должно быть идеально, но тут еще и есть маленькая проблемка с воспитанием. Давай, перейдем к общению с психологом. Так вот, у меня был и есть папа, который очень любил, чтобы все было идеально. Если полотенце висит неправильно, это будет, значит, мое имя будет ораться, и я должна прийти, на меня будут орать, и я должна идеально его повесить. Как бы шланг от душа должен висеть идеально, не дай бог там что-то перекрутилось. В общем, это бесконечно, ты живешь с ощущением, что сейчас на тебя будут орать. Угу. Вот ты прям вот каждый день обязательно найдется повод на тебя покричать. И это выработало... Ты знаешь, даже если я пытаюсь сделать что-то такое, как-то вот так и сяк, такое что-то женственное, что-то легкое, воздушное. Так, я хотела сказать, ни жопа у меня не получается, ну ладно. Не получается. У меня не получается. Мы даже с мужем иногда смеемся, что вот я, например, там набросала какие-то вещи, а они правильно стоят относительно друг друга. И он такой, ну, а ты не можешь как-то вот, ну, более творчески? Я говорю, ну, нет. Я, конечно, над этим сейчас работаю, я понимаю, что это ненормально, что это бесконечное стремление все делать идеально. Но не помогает оно жить счастливо. Угу. И поэтому, конечно, пытаюсь что-то с этим делать, пытаюсь над этим работать. Ну, как я и говорила, если есть над чем работать, это мне интересно, это мне надо. Поэтому работаю над этим, да. Ну да, отчасти, конечно, эта часть тебя, она, с одной стороны, формирует то, что ты создаешь, с другой стороны, наверное, действительно, мы всегда, ну, если мы считаем, что с этим надо работать, наверное, можно и поработать, а можно и нет. Не знаем, какой будет результат. Ты упомянула своего мужа. Вот, да. Давай перейдем к этой тоже интересной. Ну, потому что личная жизнь всегда всех интересует. Здесь просто почему у тебя такая фамилия? Моя личная жизнь, мне кажется, самое скучное, что можно представить.
А моя фамилия, потому что у мужа такая фамилия, как неожиданно, правда? О, сюрприз. Хорошо, следующий вопрос. Почему у мужа такая фамилия? А у мужа такая фамилия, потому что он наполовину индонезиец. Вот. Я, кстати, наполовину из Боснии, если что. Вот. Так что... Где вы познакомились и как он поддерживает ли он тебя в твоем творчестве? Ой, как мы познакомились, это странная история. Господи, как назывался этот сайт для знакомств, я уже не помню. Там я, в общем, познакомилась с молодым человеком. Мне тогда было 16 лет. Он пригласил меня на свидание. Но так как он, видимо, стеснялся быть один, он зачем-то решил позвать с собой еще 6 друзей. И вот я такая стою, значит, возле метро жду и вижу просто толпу парней. Ну, в общем, один из них, вот мой будущий муж, тот, кстати, который меня пригласил, очень потом обижался, почему то есть я выбрала не того. Это был, да, это был другой. Да, это был другой, да, ну там даже прям был. Ну, видишь, как он тебе на выбор сразу предложил шикарно. друзей. Ты знаешь, я в первый момент как-то думаю, странно, а потом думаю, классно же, классно. А у них еще, знаешь, такое началось между собой соревнование, там один это, один то, там другое мороженое принесет. Я думаю, ну класс, молодец какой, знал. Вот. Да, но я, собственно, спрашиваю о личной жизни, хоть это не в моих, знаешь, привычках, но ты сказала, что у тебя ты свободна, и спасибо тебе за честность, и ты свободно рассказываешь о каких-то вещах, но это важно с точки зрения поддержки вообще, потому что вы с Филиппом давно вместе, да, уже сколько лет? Давно, ты так спросила, 16 лет. 16 лет. И, ну, тут сразу все, если Зарина захочет, она напишет свой возраст, да, вот, ну, да, 16 лет – это большое время, и, соответственно, он видел все твои творческие и нетворческие трансформации вот на этом пути, потому что обычно все спрашивают, а как вот как близкие реагируют? Вот расскажи, пожалуйста, и о муже, как он вообще относился к твоему пути, ну и вообще о близких людях, которые еще у тебя есть, какая была вообще реакция на вот это творческое движение? Начнем с позитивного. Муж всегда поддерживал. Вот. Ну, там было пару моментов сомнений, но они, понимаешь, они всегда были общие. То есть я всегда начинала сомневаться, и он меня поддерживал, либо он тоже начинал так задаваться вопросом, получится ли. Ну, как-то, не знаю, вот что касается мужа, он всегда меня поддерживал. Он до сих пор, шутя, называет меня своей инвестицией. Я такой, так, вот скоро как ты заработаешь, я буду сидеть, ничего не делать. Вот, он прям мечтает об этих днях. Ну, как-то так вот с мужем всегда было спокойно. Он всегда, когда возникали какие-то финансовые проблемы, мы как-то пахали вдвоем. И я не знаю, он уже, понимаешь, когда вы вместе 16 лет, я как бы и в 17 лет говорила, что у нас с ним все отлично, это самый лучший мужчина на свете. И вот спустя 16 лет я то же самое говорю. Для меня это... Надо начать плакать. Надо обязательно это... Муж понял, я про тебя хороший рассказываю. Да, вот для меня он... Ну, как-то... Мне сложно представить с собой другого человека. Потому что он стал не просто, знаешь, мужем, ну... Я не скажу, что частью меня, но каким-то настолько близким человеком. Вот так. Это про мужа. А про семью, ну, что я хочу сказать. Моя мама до сих пор надеется, что я пойду работать учителем английского языка. Что ты одумаешься. Что я одумаюсь, да, что вот... Видишь, как у меня Инстаграм на английском, значит, я могу, наверное, преподавать английский язык, так что все будет хорошо. Вот он до сих пор радуется этому, да. То есть уже сколько ты вот в творчестве, именно в рисовании, сколько лет? А ты все пытаешься мой возраст окольным. Да нет, ты уже его сказала, но просто это Подожди, всегда... я не говорила, что мне 32. Ты сказала 16 плюс 17. Нет, 16 плюс 16. Хорошо. Так, ладно. Слушай, много лет. И много лет зарабатываю этим. Сколько? 7 лет точно. Угу. Ты знаешь, я всегда ждала
Ну, во-первых, я уже говорила, что я начинала с этим ощущением, сейчас я все докажу, все. И я прям ждала. Я ждала, думаю, так, сейчас я продам первую картину, и все вздохнут, скажут, да, она художник, она молодец. Или там я начну постоянно зарабатывать, постоянно продавать, и будет вот этот момент, когда они такие, ну она точно художник, все отлично. Первая выставка в музее. Тут-то точно должны уже признать, что я художник. Ты знаешь, нет, до сих пор как будто бы нет этого ощущения, что те, кто не верил, поверил. Есть какое-то ощущение, что это какие-то их личные проблемы с тем, может ли художник в принципе зарабатывать. То есть как будто ко мне это уже не имеет отношения. Все, что я могла, я сделала, я добилась, а там уж не мое дело, так скажем. Насколько для тебя важно признание? Ну вот, опять, это продолжение твоего ответа. Признание свое внутреннее, признание окружающих людей и признание, ну вот, семьи, ну ты, наверное, об этом уже сказала. Да, признание семьи, ты знаешь, было очень важно, пока это уже не стало смешно. Ну, это уже, господи, ну сколько можно? Я уже там из всех штанишек вылезла, чтобы всего добиться, и в итоге это все равно ни к чему не... Как бы за сколько уже надо продать картину, вы мне скажите, чтобы вы признали, что все хорошо. Я поняла, что нет, это просто невозможно. Я такая, ну... И, кстати, что интересно, мой муж не может с этим смириться. То есть для него, когда он слышит, что, может быть, тебе все-таки пойти секретарем-референтом, он такой, вот так вот делает. А мне смешно. Мне уже как бы... Ну да, я для себя поняла, что это вот не мои проблемы, и это отпустила. Что касается признания, я долго не могла себя назвать художником, например. То есть мне было тяжело, когда меня спрашивали, чем ты занимаешься, я всегда говорила, я домохозяйка. Но мне было проще это сказать. То есть... Почему? Потому что вопросов не возникает. Никто тебе, понимаешь, вот ты говоришь, что ты художник. Следующий вопрос – покажи. Да. Ты говоришь, что ты домохозяйка. Никто не говорит «покажи». Борщ. Да, никто. Как бы нет такого, поэтому как бы домохозяйка и домохозяйка. Ну, ты знаешь, есть в англоязычном ТикТоке песня про аккаунтент. Типа, если ты чем-то таким странным занимаешься, что тебе не хочется объяснять, просто говоришь, что ты бухгалтер. Я вот говорила, что я домохозяйка, и вопросов не возникало. Потому что я и для себя не могла назвать себя художником долгое время. И тем более выносить это куда-то в открытую. Поэтому. Ну, то есть самопризнание, в какой момент оно у тебя появилось? Вот когда ты знаешь, в какой-то момент просто мне надоело. Мне надоело вот это, как сказать... Ну, если оно летает и крякает, то это утка. И как бы если ты продаешь картину, пишешь и продаешь картину, ты художник. Хватит уже вот этого вот. Ой, да нет, ну какой я художник, ну что вы. Нет. Просто я сама себя достала. Я сказала, ну что это за святое слово, что ты так его боишься? Ну, как бы художник и художник. То есть это просто накопилось с годами вот это вот... Просто усталость от увиливаний от этого вопроса. Ну и, в принципе, когда тебе есть что показать, то уже не так страшно получать вопросы, там, покажи. Ну, абсолютно. Просто самопризнание, наверное, это самая сложная тема для самоучек. Я коллега, собственно, и этот вопрос, который возникает всегда, то есть когда ты можешь себя назвать, в какой момент ты решаешься, и вот в какой момент ты решилась, ну, на выставке уже дальше, то есть презентовывать свое искусство, то есть да, до какого-то момента, как ты говорила, ты учишься, там рисуешь, пробуешь, поиск, все, и когда вот случилась, там, не знаю, первая выставка? Ты знаешь, не было никакого момента, который вот был к этому привязан. Не было такого, что я сказала, ой, ну я уже в музее, вот все, пора. Все там, час назвать себя художником. Нет, такого не было. Это было просто какое-то внутреннее, я даже не помню, когда это произошло, потому что оно никак
не было привязано к событию, оно было привязано только вот к моему ощущению, что я сама себя достала. У меня, например, такое же ощущение я очень безумно тревожный человек. Мгм. Ужасно. И меня просто это достало. Вот я в какой-то момент, я уже не могу, мне надо дела делать, а я сижу и трясусь. Ну сколько можно? И тогда ты уже начинаешь над этим работать. То есть, опять-таки, это не было привязано к каким-то событиям. На протяжении всего творческого пути есть вот эта вот ментальная составляющая преодоления каких-то блоков. То есть разрешение себе быть, то есть преодоление, может быть, где-то перфекционизма и так далее. Как ты с этим работаешь? Самостоятельно ты с этим работаешь? Не знаю, может быть, ты там к специалисту. Просто эта тема как будто бы табуирована у нас. И, ну, то есть мне кажется, это важным освещать вообще морально вот эти составляющие художника. Потому что как будто у художника все прекрасно, проблем нет, он рисует и радуется. Слушай, ну если ты хочешь об этом поговорить, то ты очень правильного художника позвала, потому что Абсолютно. я пришла с чемоданом психологических проблем, и я готова его раскрыть. Да на самом деле ты просто бесконечно... Знаешь, нет такого, что ты пошел, например, к психологу, там, у тебя было несколько сессий, ты все это решил. Такого не бывает. Это бесконечный процесс работы над собой. Я, например, про себя знаю, что да, там я перфекционист, мне надо над этим работать. И это маленькие шажочки. Потому что когда ты взрослый, когда ты уже с этим свыкся, это у тебя стало привычкой, ты так живешь. Да. Ты другой жизни не знал. И это уже ты как бы на автомате это все делаешь. И в таких случаях только вот эта вот работа над собой, неважно какими способами. Это могут быть книги, видео, психолог, еще что-нибудь, все что угодно. Ты просто делаешь маленький шажочек вот там. Одну книгу психологии прочитал, как-то применил это на себя, вот шажочек сделал. И вот это вот бесконечно. И каждый день работать над собой и пытаться чего-то достичь. Отражается ли это на твоем искусстве? Ну, то есть, когда ты делаешь какие-то маленькие победы там внутри? Да, конечно, отражается. Конечно, ты начинаешь себе больше разрешать. То есть из-за вот этих всех каких-то ограничений внутренних о том, как... Ты знаешь, мы даже как-то написали, что они как-то правильно сформулировать, там так интересно было написано, что вот если я пишу вот такими кисточками, это вот неправильно. Угу. Вот это вот слишком маленькая кисть для живописи, вот неправильно. И ты думаешь, сколько же у тебя в голове, наверное, каких-то таких установок, что это правильно, это неправильно. И, конечно, когда ты понимаешь, что ты можешь делать то, что ты хочешь, ты можешь быть тем, кем ты хочешь, ты можешь прекратить уже стесняться, сколько уже можно, и дать себе быть Зариной. Ну, ты, конечно, можешь не давать себе быть Зариной. Я могу Можно поиграть вместе, немножко, да. но да, это твое. Да. И тогда жизнь становится лучше, и искусство, конечно, меняется, потому что даже, например, когда ты делаешь референсы, ты можешь больше себе позволить. Ты можешь там сказать кому-то так: нет, ты двигайся сюда, давайте вот этот цвет поставим вот сюда, давайте попробуем вот так вот. А раньше ты такой: ну, так хорошо, да, все хорошо. А потом смотришь, ну, вроде неплохо получилось. Вот ты как бы на основании этого что-то делаешь. А когда ты себе разрешил, ты уже разгулялся, тебе уже так недостаточно, тебе хочется. Давайте еще вот этот цвет притащим, его вот так вот направим. О, как круто получилось, но что-то не так. Давайте там еще прилепим зеркало на штатив, чтобы я могла это видеть с другой стороны. Ты понимаешь, и ты расходишься в этом, конечно, работы меняются, конечно, это влияет. Не бывает такого, что работа существует отдельно от художника. По крайней мере, мне этого не понять. Ну, конечно, наверное, бывает, все бывает, но не мой вариант. Угу. Ну, такое, да, соединение. И вот ты говорила, что тебе вот писали такую фразу, там, например, я, конечно, тоже еще в одну животрепещущую тему залезу. Это как раз это и внешнее признание, и вместе, собственно, вообще, как ты справляешься с тем, что тебе пишут люди. Потому что я понимаю, особенно как бы с твоим большим блогом, вот, большим количеством людей, то есть у тебя, насколько я помню, больше 160 сейчас тысяч
речь в нашей запретграмме. Вот. И это действительно много. Возможно, какое количество там аудитории иностранной и российской? Бывали ли случаи какой-то деструктивной критики? И как ты с этим справляешься? Знаешь, я, наверное, очень удачливый, очень счастливый человек, потому что практически нет. Я до сих пор поражаюсь, когда мне что-то рассказывают, я думаю, господи, откуда у вас? Почему у меня зайчики такие подписаны на меня? Нет, ты знаешь, ну вот буквально какие-то претензии и какие-то плохие комментарии я могу пересчитать по пальцам. То есть если выкладываются мои работы в каких-то других местах, да, там может что-то прилететь, но оно как будто для меня уже не так значимо. А так, из того, что прилетало мне лично, да нет, ничего такого обидного не было. Как-то, ты знаешь, я, наверное, да, наверное, мне просто очень сильно повезло. Были какие-то вещи. В последнее время я вообще над всем смеюсь. То есть это становится у нас в семье какими-то мемами. Вот, а так, например, был молодой человек, который мне написал, что я не имею права называться художником до того момента, пока я не закончу колледж, не буду работать, что-то там было с 6 утра до 9 вечера каждый день в течение 6 лет, и только после этого я имею право называться художником. Я честно скажу, я думала, он прикалывается. Оказалось, что нет. Тоже сложно ловить, правда? Да. И мне так вот, понимаешь, оно как будто бы не ко мне имеет отношения. Мне по-настоящему стало жалко этого парня, потому что у него столько сюрпризов ему жизнь готовит, что, оказывается, он может пропахать все эти годы и так и не стать художником. Так и ничего. Нет такого, что автоматически ты, значит, колледж закончил, вышел, все, ты художник, все двери открыты, все тебя знают, все чудесно. Нет. Такого нет, и я, конечно, не стала его разочаровывать. Я просто посмеялась. Потому что я искренне подумала, что он так шутит. Ну да, люди действительно разные, и вот это вот разное восприятие мира, потому что для кого-то есть какие-то важные вещи, то есть которые, не пройдя которые, они не себе не разрешают другому человеку. Как это так? Ты эти моменты не прошел. Ты вот как самоучка, ты не получила там, допустим, какие-то корочки, значит, ты, не знаю, не заслуживаешь, недостоин, да? Я понимаю, что у тебя в этом вопросе ты уже себе все разрешила, но вот если попадается непрошенная критика, то есть вот, не знаю, приходит человек, такое бывает с тобой, то есть, я не знаю, говорит, вот у вас как-то руки там криво, не знаю, там анатомически, как ты с этим работаешь, откликается это тебе, потому что, я со стороны скажу, то есть здесь, если бы ты мне не сказала, здесь, очень академическое строение рук, абсолютно правильно, оно сделано, все хорошо. Но я понимаю, как это может быть и звучать. Вот опять же. То есть я все равно в эту тему немножко тебя погружаю. Ты знаешь, мне как будто бы... Я пытаюсь вспомнить. Наверное, что-то такое смешное, прикольное было, но как будто это было уже так... ты понимаешь, когда я сходила к психологу, и психолог мне сказал, что я там начала жаловаться там про какие-то семейные вещи, и она мне сказала, ты понимаешь, это же не про тебя. Это к тебе не имеет отношения, это про них. И я такая, так, да? Ладно, блин, что я так заморачивалась-то все эти годы, что-то переживала. Но у тебя это сразу получилось Нет, понять? далеко не сразу это получилось. И ты знаешь, я каждый комментарий, если они возникают, я пытаюсь понять, справедливо ли это. Если справедливо, обычно, ты понимаешь, когда это справедливо, обычно оно тебя не ранит. Угу. Когда тебе пишут какую-то справедливую критику, ты думаешь, а ведь и правда, ведь можно было так вот сделать. Там, это надо переделать, пересмотреть. То есть я совершенно спокойно отношусь к критике. Как спокойно? Я порыдаю и спокойно отношусь к критике. Ты человек. Да. И, ну а так в целом, то есть я как будто разделяю для себя какую-то настоящую критику, за которую я скажу спасибо, и ту, за которую которую я потом вот всем в семье покажу, пришлю и скажу, ты представляешь, какую мне хрень написали. То есть как-то уже спокойно к этому отношусь. Не знаю, когда у тебя все хорошо, то это
не ранит. Когда ты для себя все эти вопросы закрыл, то Ну да, это важная вещь, которую ты сейчас сказала. То есть цепляет именно там, где у тебя болит, и где ты для себя не решил. То есть если ты уверен в этих вопросах, то, наверное, снаружи это сложно зацепить. Но к этому приходишь же не сразу, собственно. Ну, конечно, не сразу, конечно. Но вот я говорю, что на первом этапе из-за того, что у меня была англоязычная аудитория, она как-то все-таки старается... Ты понимаешь, я даже не могу вспомнить действительно чего-то обидного. Я помню, я очень удивилась комментарию, что там кто-то мне написал, я проводила аукцион в Инстаграме на работу, и кто-то мне написал, что там была минимальная ставка $10. Кто-то мне написал, что это слишком много, нельзя столько ставить, это как-то... Я так сначала немного обиделась, а потом думаю, я так походила, позлилась, конечно, по квартире. Там, у себя в голове продумала, как именно стоит ответить. Так, столько-то долларов стоили материалы, столько-то бумага, это все дорого, это все масло, а работа. А потом подумала, зачем? Ну, человеку дорого, другому недорого. Как бы, не знаю, как будто бы... достаточно быстро я для себя поняла, что невозможно всем угодить, и невозможно... Ты знаешь, даже я каждый раз думаю, так как это приличное интервью, как я должна выражаться. Будем... выражайся, рукава. если что, мы запикаем, придумаем какой-нибудь звук интересный. Собственный звук, было бы круто. Я подумала, что хрен с ним, да сколько можно уже. Вот, понимаешь, опять вот это вот ощущение того, что не будешь ты никогда всем нравиться. Это настолько, знаешь, настолько обычная, обыденная фраза, но очень есть большая разница между тем, когда ты ее говоришь, когда ты ее чувствуешь. Что у людей, господи, сколько у них тараканов в башке. И для того, чтобы кому-то понравиться, я должна прям вот перед ним выплясывать. У меня такое было, я там, знаешь, в школе, когда у тебя такой там противный учитель, и ты пытаешься там как-то доказать ему, что ты хороший ребенок. И у меня каждый раз это получалось. То есть каждый раз я была такой прям на хорошем счету. И я думаю, сколько можно уже? А где я в этом во всем? Если я так вот каждого буду слушать, на каждого буду реагировать. Но сразу же такой вопрос в это. А где тогда эти, там, не знаю, авторитеты? Есть ли они у тебя? Там, есть ли какие-то моменты? Потому что если мы уходим в то, что я не слушаю никого, да, допустим, такой путь тоже возможен. То есть, может быть, там, да, я рефлексирую и откликаюсь на каждого, кто приходит. Вот считаешь ли ты важным слушать аудиторию со стороны? Есть ли у тебя какие-то, там, не знаю, кумиры, авторитеты свои, вот, к которым ты прислушиваешься, возможно? Ты знаешь, мне кажется, есть какая-то золотая середина между тем, когда ты слушаешь вообще всех и не слушаешь никого. И для меня важно, вот если у меня есть какая-то потребность, если, например, там, я чувствую, что в чем-то я плоха, я должна найти себе человека, кто в этом хорош, и его слушать. Вот, например, не знаю, слышала ли ты, есть такая художница Анастасия Кустова. И вот последнее время я прям для себя поняла, что мне тяжело общаться с людьми. Мне там тяжело проводить мастер-классы и все остальное, потому что я интроверт, я социофоб. Не путать, пожалуйста, с социопатом. Я не в ту сторону, да. Мне нравится то, что по-английски она называется social anxiety, то есть это тревожность. Да. То есть я социально тревожный человек, мне тяжело, мне как-то... Хотя мне нравится, но в тот же момент мне очень тяжело, и поэтому как бы мне хочется учиться у лучших. То есть я для себя ищу лучших в том, что меня беспокоит, и просто учусь у них. То есть я не слушаю всех подряд по этому вопросу. Я слушаю тех, кто гораздо лучше и круче меня.
Например, Анастасия. Спасибо, это очень приятный комплимент, конечно, в эту сторону. На самом деле, если так коротко, у меня тоже есть какие-то периоды, с которыми я работала, когда было страшно. Общение с людьми – это далеко не самый простой процесс, который есть вообще. Я думала, скажешь, приятный, далеко не самый Ну, приятный. отчасти иногда и так. И с этим нужно работать, и можно всю жизнь этому учиться. Я тоже еще учусь, и тоже еще в процессе этого. Действительно, ну, как бы опыт нарабатывается только через вхождение в эту тему. Да? Та тема, которая нам отчасти тревожна, как правило, она ресурсная, да, то есть там есть, в общем, над чем работать, там, возможно, что-то такое интересное. Вот, и мы вообще, почему мы сегодня находимся не совсем в твоей студии? Я думаю, те, кто слушал интервью, сначала задаются этим вопросом, и уже, наверное, там, может быть, написали комментарий, но да, собственно, беседа с художником в студии, а тут я сделала такую подмену и всем предоставила твои работы, конечно же, тебя, но мы в студии другой, то есть это не твоя мастерская. Почему же случилось так? Почему у тебя сейчас временно нету того места, в котором мы можем отснять это интервью? И расскажи, пожалуйста, вообще об этой там части жизни. Мы уже просто с тобой говорили, поэтому ты знаешь, о чем. У меня так сразу, знаешь, ноги начали трястись в разные стороны. Да и на самом деле ответ достаточно простой, так как я училась рисовать долго, то есть я делала это у себя дома, в маленькой комнате, и в тот момент, когда я поняла, что ну все, ну сколько уже можно там сидеть, и естественно, оно влияет на размер работы, то есть ты видишь, что они маленькие, и я поняла, что я хочу там идти дальше, идти больше, хочу там 1,5 метра, чтобы, ну ты представляешь себе вот это 1,5 метра? Будет очень круто. Да, я прям такая, я уже представила, я уже одним, вот прям еще чуть-чуть и там. Ну вот, и я как-то морально созрела, я уже такая, все, надо искать помещение. Ну, а потом началась война. И как бы уже не до помещений, учитывая то, что оплата у меня, ну, как я и говорила, у меня все подписчики, большинство зарубежные, оплата была всегда через PayPal, отправка DHL или UPS. Принты тоже все международно летали. Мне кажется, за все эти годы я продала 1 картину в России и 1 принт в России. То есть, интересно, это да, даже... это вот мы сейчас тоже обсудим. Вот. И, естественно, мне уже было не до студии, не, как сказать, не время заниматься своими мечтами. Вот. Ну, насколько я знаю, ты сейчас все равно такой в процессе мыслей о переезде. В процессе мысли? Ну, я не знаю, как это разумнее сказать. Опять же, знаешь, как это провокация такая. Хочется, чтобы ты сказала это Ты вкинула, сама. чтобы я отбивала. Да, да, как получится, так и отбиваю. Я тебя поняла. Ну, как сказать, в переезде у меня буквально часть моих вещей лежит в Лондоне. То есть я каждый раз думаю, так, надо вот это... Жены умру в Лондоне. Твою мать. Ну ладно. То есть, как сказать, я как будто бы, знаешь, вот этот вот человек, который одной ногой здесь, одной ногой там. И, ну, хреновенькое, конечно, ощущение, но что поделать. Ну, в общем, да, мы, как это сказать, съездили туда, съездили сюда. Так как у меня есть теперь британская виза, то я была в Лондоне, я была в Эдинбурге. Это как бы такой немного странный выбор. Меня обычно спрашивают, почему эти 2 города. Ну, потому что Лондон default city, тут все понятно. А Эдинбург, у меня муж очень любит Шотландию, и я люблю природу Шотландии. И Эдинбург — это всегда такое прям сказочное место, и поэтому мы сначала слетали в Лондон. Вообще мы как бы изначально планировали остаться. Но бывают вещи, которые ты не можешь контролировать. Там и семейные вопросы, и финансовые, и все остальное, поэтому пришлось вернуться. Потом мы собирались переехать, и возникли другие по тем же самым темам, но опять эти вопросы, опять пришлось вернуться из Эдинбурга. И вот сейчас надо все дорешать, доделать, и где-нибудь там осенью мы планируем обратно вернуться.
Да, это к тому, что не всегда какой-то простой путь бывает, даже вот когда ты определился плюс-минус с выбором. Я просто еще хочу сказать, ты же получила визу Talent. То есть это не просто так. Да, потому видишь, что я себе для доказала, тех, кто... что я талант, да. Так и есть. Для тех, кто как бы не знает, виза Talent это, собственно, виза, которая дается за достижение в искусстве британской, ну, собственно, от Британии, да, несколько стран у нас дает, насколько я знаю, Великобритания, Франция, США дает визы такого рода, и для того, чтобы эту визу получить, ты должен предоставить просто вот такой вот ворох документов, подтверждающих, собственно, то, что ты талант. Да? Ну, если мы говорим очень так просто. То есть как раз это выставки, публикации, то есть награды. Да, то есть это не просто так там где-то а вот все это подтвердить. Собственно, и давай тогда немножко как раз окунемся в этот мир выставок, публикаций и всего. Я знаю, что у тебя была выставка персональная в Австралии. Расскажи, пожалуйста, вообще о своих выставках за границей. Как это происходило? Как сейчас спросят, ну ты же все равно в России была. Как тебя люди-то находили? Самое, на самом деле, смешное, что я не просто жила в России, я буквально была на одной выставке из тех, что у меня были. Потому что потом начался ковид, естественно, уже как бы картины летали, а я сидела дома. Вот, ну так получилось. Нет, на самом деле я просто изначально начинала участвовать во всяких конкурсах международных и побеждать начала в них. Ну, не то, что, господи, побеждать, ну, в общем, проходить отбор. И поэтому первая же выставка, которая у меня была, она была в музее в Барселоне. И вот после этого, конечно, у меня было жутчайшее выгорание, у меня была такая прям добротная, настоящая депрессия. Почему? Ты знаешь, я всегда, так как я уже говорила, семья была небогатая, ты не знаешь, как происходит становление, не то чтобы как стать богатым, а как стать крутым, так скажем. Ты всегда думаешь, что вот есть точка А, вот ты, вот он, потом точка Б, это вот ты крутой, все. Да, и это же пропагандируется везде, что у тебя вот как будто бы, а вот что там посередине? Да, ты, во-первых, не знаешь, что посередине, а во-вторых, когда ты начинаешь этим заниматься, так оказывается, что это не точка Б. У тебя там после этой Б еще целый алфавит сзади. И ты вот как бы достигаешь эту точку Б, и я помню, я была в таком состоянии, что я до этого очень много работала. То есть я бесконечно рисовала, бесконечно работала над собой, давила на себя, там, устала, не устала, ты должна, вот у тебя что-то получается, надо, хватит лениться. Вот в этом вот состоянии была, и ты понимаешь, что, подождите-ка, а это что, не конец? Нет, сейчас вот это... Не дернет кто-нибудь вот так, шарики должны упасть, Фанфары. $1 000 000, да, я просто всю оставшуюся жизнь сижу и всем говорю, ну, вот она я, да, вот талант, и ты понимаешь, что дальше нужно пахать так же. И ты понимаешь, сейчас это звучит очень тупо, а ты вообще на что рассчитывала? На вот это внутреннее ощущение, знаешь, как некоторые говорят, вот будет у меня 10 000 подписчиков, вот я начну зарабатывать, все будет зашибись. Нет, не будет. 160 тоже, нет, не будет все хорошо. И ты понимаешь для себя вдруг, что это еще очень-очень долгий процесс. Ты не тот человек, которым ты хотел быть. Тебе еще работать и работать. И ты уже в том состоянии, когда тебе отдыхать надо было, а не работать. И вот этот вот стресс от того, что там куча людей, например, это музей. Это не я где-то там. Ты была там лично? Да, я была там лично, я была там, даже подруга приехала меня в Испанию поддержать, это был супер момент, потому что в основном я тряслась, а она ходила и разговаривала за меня со всеми. Я помню даже, я потом отсматривала фотографии, и, по-моему, там из всех фотографий одна удачная, потому что вот я была везде вот такая вот. Пожалуйста, не смотрите на меня, не говорите со мной. У меня даже там где-то на плане фотографий вот так вот волосы, я такая, меня нет.
Вот, и я приехала домой, и все, у меня прям... Я пыталась. Понимаешь, когда ты не знаешь, как с этим работать, ты устал, ты не можешь дальше продолжать. Ты абсолютно выгорел, тебе больше это не нравится, ты больше не хочешь. Ты как будто вот чего-то достиг, и все, а что дальше будет? И я такая, ну, наверное, надо пахать, наверное, нужно давить на себя. И я как бы так на себя давила, что я просто сломалась. Я в какой-то момент поняла, что я не хочу и не могу встать с кровати. Вот я так как бы... Какая грустная история. Как же, Нет, даже как же похохотать? Слушай, ну мы обязательно это еще сделаем. Вернемся, Просто, да, но это важно, потому что я не знаю, мне кажется, важно поднимать реальные темы, потому что иначе создается впечатление о художниках, как вот вообще о каком-то таком пони, бабочке, радуга, там, не знаю, все что угодно. Но вот мы же, ты же живой человек, как ты справилась вообще тогда с этим выгоранием? То есть вот ты сказала, что ты не поняла, что ты устала, потом, как бы словила полностью вот это вот, то есть уже и организм отреагировал. И что тебе вообще помогло, как ты выбралась из этого? Ты знаешь, что самое интересное, организм на самом деле отреагировал раньше. То есть у меня начались жуткие проблемы с ЖКТ, и я их долго лечила, но для меня как будто бы это не было достаточным для того, чтобы я начала менять свою жизнь. То есть, да, проблемы, да, но все равно мы будем пахать как проклятые, идти к своей мечте. А потом, когда началась депрессия, то есть ты понимаешь, вот ты открываешь глаза, и ты в ужасе от всего. Это настолько пустота внутри. Это как будто бы нет больше ничего хорошего. Знаешь, там дементоры высосали из тебя все, счастья больше нет. И единственное, что приносило мне радость, как бы, относительно всего остального, это я смотрела, помню, ты лежишь на кровати, вот у меня видно дом напротив, он 16-этажный, по-моему. Я думаю, так, если я вот заберусь на самый последний этаж, у них там открытые балконы, вот этот вот общий холл. Да. Если я спрыгну, то все закончится, и все будет хорошо. То есть это единственная вообще какая-то мысль, которая меня радовала в тот момент. Больше я ничего... То есть это как бы уже был даже не момент, когда ты можешь себя заставить что-то делать. Да, это очень тяжелое уже состояние. Да, это уже все, это крайнее. без вариантов было. Вот. И ты жива, ты же я сижу здесь. Да. О, Господи, это, кстати, очень странная причина, когда у меня есть собака, и когда он нервничает, он может описаться. И он очень любит расписание. Господи, вот это еще хуже, чем я. Он, например, знает, в каких джинсах я иду на улицу, какие штаны для дома. То есть он начинает нервничать, если я надеваю джинсы, он знает, что я иду на улицу. Вот он настолько ко всему привык к расписанию, к порядку. И он видит, что я там уже какое-то время просто не встаю. Что я лежу, не встаю, что муж мой в ужасе, он не знает, что делать. И он просто написал на кровать, на которой я лежала. Он тонко намекнул тебе, в общем-то, как бы, что... Ты понимаешь, в чем дело? Он еще это не делает как-то, там не приходит и не как, знаешь, видео показывают, когда там встал и начал писать. Нет, он как бы под себя просто чуть-чуть сходил. Да. И ты как бы лежишь, такой... И такой, как бы надо встать. То есть это какие-то, знаешь, пробудило во мне какие-то автоматические реакции того, что его состояние важнее, чем мое. То есть как бы это, как это сказать, это он лежит в моче, а я как бы сбоку. Я ему должна пойти сейчас помочь. Как ребенку, который не может без тебя, он не может сейчас справиться. И я поняла, что его как бы то, что я лежу, это на него очень сильно влияет. Да, я там осознавала, что это и на мужа влияет, но у меня было ощущение, что он без меня справится. Муж самостоятельный человек, да, а здесь как бы вот эта зависимость. Да, и ты понимаешь, что как бы, ой, а ты прям так расстроился, прям что вот до такой степени. Я соскочила, как бы пошла все стирать, его мыть, и такая, ладно, я уже встала, и как будто бы вот это вот
пришло ощущение, что ты кому-то нужен, и кому-то нужен прям вот, прям настолько. Ну, то есть это как-то из ступора помогло выйти. Да, из вот этого бесконечного одинакового состояния. Да, вот такая вот. Так что я благодарна его привычкам. Да, ну вот иногда не знаешь, да, действительно, как помогут. Удачно, Ну, да. близкие тебя поддерживают, так что на самом деле, да, ну вот так вот, да, таким образом. Собственно, получается, вот это была такая первая большая выставка, да, которая вот, которой ты долго шла, и она вот, ну, была для тебя такой тяжелой. Но ты все это преодолела, и дальше были еще и еще, да? Да, там было много, и, ну, ты знаешь, после такого шока уже все гораздо проще. То есть... А когда случились первые продажи? Давай перейдем на приятное и на финансовое. Раньше, они случились раньше, чем первая выставка. Да, но из-за того, что я вела Инстаграм в какой-то момент, это еще в тот период, когда у меня были только монохромные работы. То есть, когда я еще даже не научилась рисовать с цветом, их уже начали покупать. Они есть у тебя внизу, если ленту листать? Или да, нет? Есть. То есть, вот, я ничего не скрывала, да? Нет, потому что часто спрашивают, и как бы мы о чем-то рассказываем, а там вон все лежит, просто проявите чуть-чуть внимания, да, пролистайте вниз. Пальчиком чуть-чуть поделайте. Нет, на самом деле, вот и у меня так, и у очень многих художников, и если вы вниз пролистаете ленты, вы удивитесь, и, возможно, найдете там то, что даже не могли найти. Потому что даже я не видела. Да, то есть это началось прям значительно раньше, именно из-за того, что был Инстаграм, из-за того, что я рассказывала о работах. Да, я помню, прям была такая маленькая монохромная работа, тоже маслом написанная, она, вот я не помню, да, наверное, она была первой продажей. Я помню, я была в таком ужасе, потому что надо документы на вывоз делать, даже надо куда-то идти, это надо что-то показывать. Я помню, я пришла вот в эту коллегию экспертов, которая делает заключение. Ой, как меня трясло. Это было что-то. И я пришла с мужем, естественно. В те времена я еще боялась куда-то ходить одна, поэтому я взяла с собой за ручку мужа. И, естественно, а местные женщины сразу такие: о, это вы, наверное, художник, так на моего мужа. Да, и я там в углу такая: нет, это я художник. Они такие: ну тогда не так интересно. Да. Так что вот, да, это появилось раньше, потом появились продажи принтов, маленьких работ, то есть это как-то вот так все постепенно, потом уже выставки, ну, в общем, покатилось. Ну, отправляла ты, получается, вот масло, оно отправляется в каком-то коробе, да, то есть вот каким-то образом. Вообще, да, за сколько ты продала ту первую работу? Так, по-моему, $250 или 350, что-то там такое было. Угу. О, это хорошо, на самом деле. Я думаю, что это было давно, и это такой... Да, ну это сильно давно было, да. Да, потому что... Я не успела порадоваться, я в основном паниковала. Это, ну, а как же? Просто ты мне недавно, накануне, я вот сейчас такой лаверды, да, о том, что я должна была радоваться в один момент, и Зарина мне сказала: ну, радуйся, а я думала, как мне закрыть эту проблему. Вот, и да, наверное, так случается. Да, я просто в тебе себя узнала, и думаю, ну ты же пропустишь сейчас момент вот этой первичной радости, когда ты такой: вау, я продала, а ты уже там уехала, уже так, куда это надо вот это сделать. Потому что я вижу в себе это, я прям очень сильно вижу. Это то, что у меня семейное. Я вот, ну, там начинаю с мамой разговаривать, я вижу, как она уже думает о том, о этом. И думаю: подожди, а порадоваться-то, я же конкурс выиграла. Нет, а вдруг это не настоящее, а вдруг они сейчас возьмут с тебя денег. Ну, ты знаешь, вот это вот начинается. Да, подойдут, деньги заберут, и какой-то синдром самозванца отчасти, который воспитывался, что это как будто бы не твое, и ты не заслуживаешь, да, но в целом, вот когда ты уже продала работы, позволяешь ли ты сейчас себе радоваться уже полноценно этому? Выполняешь ли ты всю эту линейку, начиная от продажи и заканчивая доставками, все, потому что, ну, дальше у меня есть вопросы по этому поводу. Какие-то предложения? Нет, ну... Да, я всем этим занималась от начала до конца, потому что я очень ответственный человек.
А это ответственное дело. И мне кажется, ты не должен кому-то что-то поручать до того момента, пока ты сам не разобрался, как это происходит. Сначала ты разбираешься, потом ты уже кому-то это отдаешь, потому что иначе могут быть проблемы. Вот. Какой еще был вопрос? Собственно, должен ли художник, ну вообще художник, окей, художник никому ничего не должен, но вот в жизни художника как раз и наступают такие моменты, что тебе надо, продать работу, сходить в эту коллегию, подтвердить, что она не является культурной ценностью. То есть это же еще такой очень тонкий момент, почувствовать себя, что твои работы явно не являются культурной ценностью. Вот. А потом ее еще там упаковать, отправить, написать заказчику, да, там проверить все, доставить, то есть всю эту линейку, плюс еще пиарить, себя, рассказывать о своем творчестве. То есть художник должен это уметь все сам. Или, возможно, не знаю, нужно ли нанимать кого-то. Как ты вообще это видишь? Как это происходит у тебя? И как бы в идеале ты это видела в своей жизни, например? Мне кажется, что... понятно, очевидно, что каждый сам отвечает себе на этот вопрос, но для меня... Я понимаю, что когда я вот этим всем занимаюсь, оно съедает какое-то безумное количество времени. Правда, безумное. То есть, если там идет разговор о принтах, то это вообще... То есть, это распечатать каждый адрес, наклеить. Господи, это действительно безумное количество времени, но на первый момент я бы сказала, что художнику было бы неплохо все эти вопросы решать самому. Да и объективно кого ты будешь нанимать, если ты ничего не заработал. Это просто странно. А потом уже со временем, да, вот я как раз... Были большие планы на прошлый год, да, и хотелось и студию, и нанять уже людей, которые бы этим занимались, отправкой принтов. Потому что я знаю, что если я, например, готовлюсь к персональной выставке, все остальное как бы уже не существует. Я уже не могу одновременно там... ездить в типографию, печатать, проверять все это, что все чудесно, все это упаковывать, распечатывать, там, куда это надо отправить, потом всем писать, вот, это ваш трек-номер, посмотрите, потом они тебе пишут, прошла уже неделя, где моя посылка, а ты такой, да, вот я проверила, она еще там не вылетела, и ты как будто бы, каждый раз у тебя что-то страдает. Если ты занимаешься этим, ты не можешь полноценно заниматься работами, потому что это еще и эмоционально все вкладываешь из свои силы, не только физически, но по большей части эмоциональные. Там, кому-то ответить не все, далеко не все, и не всегда бывают вежливы с тобой. Мне как-то несколько раз прилетали достаточно такие неприятные сообщения в плане вот где? Я заплатила, а вот где? Где моя работа, там, где мой принт? Редко, конечно, но такое бывает, ты вот и на это время тратишь. Но это сложно. В какой-то момент я для себя поняла, что надо уже с этим что-то делать. И вот жизнь сделала, теперь мне не работа отправить, не принты. Нет, я думаю, что все, конечно, в каком-то живом процессе для чего-то это нужно, наверное, да? Все, как сказать, просто сейчас такой период, но в целом, да, для себя я поняла, что я буду нанимать помощников, я буду это все кому-то отдавать, потому что, если я могу за это же время написать картину, дорого ее продать, зачем я буду заниматься ночами упаковкой? То есть, у меня прям, да, был период, когда мы с подругой ночью, в час ночи резали у меня в комнате вот эти вот листы экструдированного пенополистирола для того, чтобы упаковывать это все. Я ей, конечно, безумно за это благодарна. Спасибо. Вот, но так не может долго продолжаться. То есть ты уже встаешь утром такой очумевший, а у тебя, значит, курьер, и МС звонит в дверь и говорит, давайте, а ты такой... Я еще не наклеил, что мне делать? Он говорит, все, я поехал. Господи, опять всем надо писать, что я еще ничего не отправил. В общем, не то приключение, не то занятие, которому я хотела посвятить свою жизнь. Как ты формируешь цены на свои работы? Вот и вообще, то есть ты можешь назвать сейчас средний ценник, я все-таки поднимаю тему стоимости, правда, потому что опять какое-то табу везде, что художник – это не про деньги. Художник – это не
человек, который зарабатывает, но мы вот опять же об этом косвенно говорим. Вот как ты к этому относишься? Художник про деньги или нет? Сколько стоят твои работы? Как ты формируешь стоимость? Так, ну, во-первых, для меня художник не про деньги, но я люблю деньги. Ну, то есть на деньги можно купить классные вещи, или классную квартиру, или классную машину. То есть как я не хочу выбирать, я не хочу говорить себе, что вот я теперь автоматически мои картины отменяют любые другие удовольствия в моей жизни, типа отпуска и красивой одежды и всего остального. Нет, я хочу все. Это, конечно, сложновато воплотить, но вполне нормально. По поводу стоимости работ. Так, начинала я с достаточно недорогих работ, но опять-таки, понимаешь, то, что считается недорогим у нас, не является недорогим там, в других местах. Ну, то есть работы стартовали, у тех, которые маленькие, продавались в Инстаграме, это 120-150 долларов. То есть это вот какие-то такие небольшие работы. Ну да, в районе 7-10 тысяч рублей, грубо говоря, если так мы махнем. Да, хорошо. Тебе видней. Так, я просто уже чуть-чуть отключаюсь. Нет, я на самом деле не знаю, какой сейчас курс, но я так представляю, если ты говоришь какой-то некий разлет, то да, то мы, так как курс он все время плавал. Веселится, да. Вот. И что касается больших работ, сейчас это где-то вот за такие работы, это $1500, вот какой-то такой порядок. Из чего ты формируешь эту стоимость? Потому что это тоже классический вопрос. А почему эта работа стоит $1500? Вот. Ну, на самом деле, всегда смотришь по рынку. Сколько стоят работы людей с похожим опытом, с похожим бэкграундом и так далее, чтобы не было такого, что твоя работа стоит там 10 тысяч, а у всех остальных 1500. Плюс, естественно, это все расходы на краски, твое время и доставка работ, что тоже стоит очень дорого, потому что у меня была выставка, вот как ты говорила, в Австралии персональная, и даже доставить вот этот короб с картинами стоило 160 тысяч. Ну, то есть, как бы такое, учитывая то, что ты денег ты еще не получил. То есть это твои вложенные. И вот ты все это пытаешься заложить в стоимость, плюс процент галереи. И в итоге, например, был как-то один из случаев, когда я просто получилось так, что одна картина – это просто вот покрыть расходы. Там я продала 2, одной я покрыла расходы, второй я себе что-то заработала на еду. Да, это всегда такой классный момент, но спасибо, что ты говоришь как есть, и это действительно важно. Потому что отправки сейчас сумасшедшие, я вообще не знаю. Не, а я сейчас, ты знаешь, у меня есть такая тема, я теперь смотрю по ширине своего чемодана, какие холсты мне покупать. Я так прям, 60, ну ладно, 60 мой максимум пока, потому что я не знаю, ну то есть отправлять вот это, если когда мы соберемся переезжать, я не знаю, как я все это буду отправлять, это все очень затратно. У тебя же случались какие-то курьезные казусные моменты с отправкой и доставкой, насколько я знаю. Я как будто тебе такие болезненные вопросы задаю. А ты решила вообще по всем проблемам пройтись? Я не готовилась, на самом деле, все очень... То есть я зря тебе сказала, что ты можешь все что угодно спрашивать? Да. Ну, давай, расскажу. Мне иногда кажется, что я какой-то экстра невезучий человек. Потому что я со всеми разговариваю, все такие проблемы. Какие проблемы у нас? Все отлично, Почта России работают как зайки. Блин, а мне все время не везет. Я какая-то прям вот... Одна картина потеряна, но найдена. Но чтобы ее вернуть обратно, они хотят много денег. В общем, это, короче говоря, то еще приключение, когда мне пришлось стучаться в головной офис UPS в США. Они в итоге пихнули российский офис в США. Те сказали, что они будут разбираться. В итоге они ничего не стали делать. Те, кем я... Ну, в общем, там такая
сложная история. По-моему, целое вот интервью можно только ей посвятить. Ну да, я понимаю. Фактически в чем ситуация? Я отправила картину из музея покупателю, она потерялась в процессе, а зато по предыдущему треку она начала двигаться. То есть, видимо, с картины в процессе перевозки оторвались новые документы, и где-то на коробе они нашли старый трек. И они начали уже по нему все это двигать. И так как старый это от меня музею, то они решили, что надо вернуть ее мне только за огромные деньги, которые я себе, я уже столько заплатила, что я уже не хочу, мне уже не надо. Я нарисую ее быстрее и дешевле, чем я за нее заплачу. Вот такая была история. И в итоге ты ее не возвращала? Нет, я ее не возвращала. То есть недавно со мной связался музей, говорят, что вот им звонили откуда-то там, из какого-то представительства испанской, даже не таможни, а какого-то культурного чего-то там. Спросили, буду ли я ее забирать. Но они, в чем вся проблема? Музею они ее отдавать не хотят. Никто не хочет отдавать ее музею. Они хотят отдать ее мне за мои деньги. Классная идея. В общем, картина путешественницы, которая там... А теперь UPS у нас нет. Да. То тут я вообще... без вариантиков. Так что где-то, как мы шутим, где-то у таможенника в Испании она будет висеть дома. Наверное, вполне. Значит, искусство, оно должно Да, я уже смирилась. То есть я первое время переживала. Ты знаешь, когда постоянно такие вещи случаются, какие-то там потерянные. Вот из картин, по-моему, единственная такая. А в основном там с принтами были проблемы. То есть она не прилетала, терялась. Мне даже Почта России деньги возвращала. Это было так мило, они мне прям в ладошку насыпали денежек за потерянный этот принт. Сразу, мне кажется, тоже спросят, а страховать картину? А если страховать? Потому что такой поможет ли? Страхуйте, но в этом-то случае не поможет. То есть они ничего не потеряли, вот у них картина. Они хотят, чтобы ты заплатил за возврат. То есть тут не вопрос страховки. То есть признавать по предыдущему треку ее утерянной, да, они могли выплатить страховку, но им нужно было... Я ее отправляла, знаешь, в чем проблема? Когда вы что-то отправляете, пожалуйста, пишите, что вы отправляете от себя. Неважно, кто на самом деле отправляет, музей или галерея, пишите себя. Иначе потом у вас будут проблемы. Потому что я как раз писала отправку от музея. И музей должен затребовать эту сумму страхования. Да, потому что они являются отправителем. Да. Как ты думаешь, будут они это делать? Нет, естественно, нет, никто не делает. Да. Ты сейчас уже сказала про принты. То есть ты делаешь принты. Тут закономерный вопрос про количество работы, твою производительность. Соответственно, я просто как акварелист, который имеет 2 чемодана акварелей на пленэрах, естественно, масляные работы, они занимают больше времени. И, как правило, когда появляются масляные работы, то есть принты. Как долго ты пишешь масляную работу, почему ты решила делать принты, можно ли приобрести твои принты сейчас? Как ты много сразу вопросов задаешь. Да, пакетная посылка. Я уже в голове начала отвечать на первый, потом накинулось еще 2, и я зависла. Хорошо, я повторю, конечно. Нет, я все еще помню, я справлюсь. Да, дело в том, что все работы пишутся долго. Но ты знаешь, даже не в этом проблема. Проблема в моем... Для меня это такой эмоционально сложный процесс. То есть из-за того, что какие-то вещи в себе я еще не проработала, и я не могу как станок просто печатать работы, для меня каждая из них важна. В каждую из них я вкладываю свою душу. На самом деле, то есть я трачу на это морально силы свои, и поэтому их мало. Их банально мало, то есть что я тебе привезла, целых 2 работы. И, естественно, принт – это очень хороший вариант, когда у тебя не так много работ. Плюс, естественно, стоимость у них достаточно высокая. То, что мы говорили, 1500, ты не можешь человеку, который пришел, очень хочет твою работу, сказать, нет, либо 1500, либо ничего, либо уходи. Это
как бы ты сознательно, получается, теряешь какую-то прибыль возможную. Вот, поэтому, конечно, принты для меня это очень-очень крутой, отличный вариант. Но ты делаешь вот такого очень высокого качества принты, их же себестоимость тоже не супер низкая, и стоимость принтов тоже. Ну, ты помнишь, мы говорили про перфекционизм? Ну, не могу я. Это, знаешь, я столько раз пробовала где-то вот в какой-то там обычной типографии напечатать не жикле, а просто обычный принт. Я не могу. Не могу. Вот прям это не то. Я как будто бы не могу человеку, который мне заплатил деньги, который хочет восхищаться картиной, такое отправить. То есть у меня был случай, когда мне все говорили: вот ты там не продаешь пока принты, вот там запартнешься с каким-нибудь типа Society Six или еще что-нибудь. Print on demand сервисы — это когда ты просто им там отправляешь картинку, и кто-то заказывает у них, а они печатают и отправляют. И ты понимаешь, я увидела это, я увидела результат. А клиент получил, она прислала, она счастлива. Она была счастлива этому принту. Но я была, вот у меня прям, я покраснела, мне кажется, у меня пот такой вот градом потек, я поняла, что, господи, я не могу, я так не могу, я не могу это качество выдержать. Я не могу людям в глаза смотреть, если я вот такие вот вещи продаю. И мне муж такой: ну она же счастлива. Я говорю: я не счастлива. То есть тут для меня сразу, так как картины очень сложные по цветам. Все, что касается, вот если у вас картина на каком-то черном фоне с яркими цветами, вам придется повеселиться в типографии, потому что передать это хорошо очень сложно. То есть это прям, так сказать, да не каждая типография захочет это делать. Ты, бывает, приходишь к ним как бы бить их, а они такие: ну давайте мы просто перепечатаем. Ты говоришь: да нет, я хочу знать, как мне сделать идеально. Давайте мы перепечатаем. Нет, сколько можно уже, я просто хочу, скажите, что мне сделать, чтобы было зашибись. Они такие: мы перепечатали. Что твою мать, а? Мне из-за каждого принта надо каждый раз бегать, перепечатать. Ну тут да, тут видишь же еще как бы стыкуется, что у многих людей просто нету такого уровня. Для них нормально, им классно. Как ты говоришь, вот они получают, им уже классно. В этом нет ничего плохого, там хорошего. Это действительно, ну как бы твой запрос к этому, который ты, ну как бы тебе он важен настолько, что ты, ну как ты же сама правильно, да, сказала, Мне нравится, что... как ты формулируешь мысли, что это мой запрос, это мой загон. Я не могу, мне нужно хорошо. Ну как это, если я тут стараюсь хорошо, да, тут я стараюсь изо всех сил, с лучшими материалами, а принты я, значит, буду на туалетной бумаге печатать. Ну, конечно, нет. Конечно, я там тоже хочу лучше, я хочу лучшие цвета, и это проблематично. Но реалистично. Но реалистично, да. Хочется спросить, я знаю, что даже у тебя есть там такой пост, где девушка с сумкой, на которой нарисована твоя работа. Собственно, это копия просто твоей работы. Вот расскажи, пожалуйста, об этом и как ты относишься к копированию. Ну, то есть, когда уже идет, вот кто-то нашел в Пинтересте твои работы, они достаточно известные, и я уже видела, я даже лично неоднократно, по крайней мере, в виде аватарок и везде там работы, и как ты вообще к этому относишься? Ты знаешь, вот на самом деле с этой работой, которая была на сумке, там вообще совершенно потрясающая история, потому что в конце сентября по общеизвестным причинам мы с мужем поехали отдыхать в Казахстан. И это был город Актау, такой маленький, милый город. И мы с ним сидели там в кафе. И он, значит, так получилось, что я как бы сидела боком, а он сидел, получается, он видел эту девушку. И он мне говорит: смотри, твоя работа. Я говорю: да, конечно, моя работа, шутник. А он как бы любит прикалываться, поэтому я так: моя работа, конечно. Я поворачиваю голову, я вижу, что она уже собирается уходить, и она берет сумку, и там полностью, ну я, как бы, это моя работа, я это знаю, но я никогда в жизни так быстро не бегала. То есть я была как бы в одном углу кафе, а она уже выходила.
Я просто через все эти столики за ней и вот в этом вот, как назвать, предбаннике я просто такая: извините! И она так испугалась. Господи, мне потом было так стыдно. Она была в ужасе. Она думала, же не что понимала, Да, зачем. Она думала, что я местная сумасшедшая. Ты знаешь, что самое прикольное? Она так и не знала, кто я. Я говорю: извините, пожалуйста, я хочу сфотографировать, это моя картина. Она говорит: хорошо. Я сфотографировала, говорю: спасибо. И она просто ушла. И я поняла, что она не знает меня, она не знает. Она была Да. рада, что ты не сделала Что я что-нибудь с ножом ней. не пырнула Да, ее да, после да. этого, да, и не отобрала ее сумку. Так художник. Так и было, понимаешь, так и было. И Филипп такой: ой, она, наверное, тебя узнала. Я говорю: нет, она была в ужасе. То есть она, очевидно, нашла ее где-то на Пинтересте или еще, то есть она не была моей подписчицей. Может быть, она ее купила у того, кто... Ты знаешь, не думала судя об этом по даже? виду, я думаю, что все-таки Что это она сама, справилась, да. Но ты знаешь, для меня это было счастье. Я потом еще ее один раз видела и такая: я не буду подбегать уже второй раз. Но и так вот глазками я поделаю в твою сторону. Это так приятно. Для меня это было безумно приятно. То есть, когда ты в каком-то плохом психологическом состоянии, где-то не дома, и ты не знаешь, что будет дальше, и тут вдруг твоя картина, это прям было потрясающе. То есть тебе, по сути, не было важно, что она, что она не знает, кто ты, что она не знает, чья это картина. Мне было что смешно. Мне было вот именно прикольно, потому что, как сказать, когда меня узнают, это случается крайне редко, но так, в принципе, например, когда я встречалась со своими подписчиками, они радуются, они какие-то вещи приятные мне говорят, а такого еще не было, понимаешь? Как бы вот тот вариант развития событий я уже себе представляла, а вот этот, когда она просто подумала, что это местная сумасшедшая, вот это было прикольно. Это что-то новенькое, это прям неожиданно. А были ли еще какие-то интересные случаи? Вообще мне всегда интересно, потому что жизнь художника, она наполнена странностями, правда, как мне кажется. Были ли у тебя какие-то еще такие интересные случаи вообще? Ты знаешь, моя любимая, это когда мои картины, мои руки пририсовывают к чему-то другому. То есть буквально есть художники, которые, вот, например, у меня там были одна из популярных картин с светящимися руками, и кто-то пририсовал ее к своей картине. То есть, грубо говоря, вокруг моих светящихся рук нарисовал там чей-то портрет, и я так думаю: так можно разве? Нет, так нельзя, вы чего? И я даже помню, я выложила у себя, и люди начали мне писать: нет, это, как бы не... Не плагиат? Да, это не плагиат. Я аж очумела. Как это не плагиат? То, что он хреново нарисован, не значит, что это не плагиат. То есть оно, понимаешь, все было абсолютно идентично. Там, форма рук, как это вообще, просто все. И, я, конечно, тогда удалила, потому что все-таки с таким количеством подписчиков у тебя уже возникает какая-то ответственность за твои действия. Ты не можешь просто взять там и показать чью-то работу, там, забыв замазать, кто это. Угу. Потому что тогда этому человеку начинает прилетать какие-то недобрые выражения твоих подписчиков. Естественно, ты уже так делать не имеешь права, это просто неэтично. И как бы вот. Поэтому, ты знаешь, в какой-то момент я просто начала к этому нормально относиться. Ничего не могу поделать. Иногда, кстати, люди выдают себя за меня. Очень странно, например, вот они начинают постить, и ладно, знаешь, некоторые то есть копии профиля, делают? Да, ты понимаешь, копия профиля — это нормально. Но были случаи, это нормально, это ничего страшного. Понимаешь, когда твои работы расходятся, ты, первые 10 раз ты нервничаешь. Первые 10 раз ты думаешь: я должен что-то сделать, это же моя работа. А на какой-нибудь там уже чем больше, тем ты уже думаешь: что я сделаю-то, Господи. Если я ничего не могу сделать, то мне не нужно об этом переживать. А были случаи немного пугающие, когда люди, например, писали, что они чувствовали, когда создавали эту работу. И становится немного страшно. То есть ты видишь свою работу, и он там пишет другое название этой работы, что он чувствовал, как он ее создавал. И я такой: ой, я надеюсь, что вы не рядом со мной живете, а то я видела такие фильмы, там плохо заканчивалось, да. То есть, а так в целом, вот что касается, там кто-то себе на аватарку поставил или еще что-то, мне часто об этом пишут подписчики, там присылают ссылки, но
Если ничего не можешь с этим поделать, то и Ну. эмоции на это тратить тоже бессмысленно. Мудро, мудро. Спасибо. Да, собственно, хочется вообще спросить про как ты видишь свое будущее развитие, может быть, есть ли у тебя... Я понимаю, что сейчас это сложный вопрос с точки зрения мастерской, там, места и всего, но, может быть, у тебя внутри себя там есть какие-то проекты, которые бы ты хотела реализовать, в какое бы направление ты двинулась и как бы ты развивала это, возможно. Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы все-таки какой-то $1 миллион на меня свалился с неба, с шариками. Но на случай, если нет, есть пара идей. Ну, во-первых, мне хочется все-таки прийти к более большим работам. Это для меня важно, интересно и круто. То есть это должна быть обязательно собственная студия. Собственная студия, где я бы могла проводить мастер-классы, общаться с людьми, хочется лекции какие-то делать. Ну и хочется дать себе чуть больше свободы. То есть как раз то, о чем мы говорили, уйти от 100% перфекционизма и добавить что-то более, не скажу, что яркое, но более смелое, наверное, да. Вот пока такие планы. Но учитывая, ты знаешь, последний год научил меня как бы иметь планы, но как бы если что-то не получается, то следующий план. Ну да, это правда. Мне кажется, мы все немножко этому учимся так планировать, но вот в рамках разумного. Наверное, мы постепенно подходим к концу, и у меня всегда есть такой вопрос. Назови, пожалуйста, 3 вещи, которые для тебя важны в искусстве. Это может быть достаточно развернутый ответ, это не обязательно просто список. Ну вот именно твое, что для тебя твое. Кто-нибудь уже говорил, там кисти, краски, вот эти 3. Нет, я жду, мне интересно Ждёшь всегда. шутника. Но нет, на самом деле это же разное у каждого. Для меня важна неожиданно. искренность. Ты знаешь, даже не столько вот исключительно в искусстве, а вообще в жизни. Про жизнь-то мне проще ответить, чем про искусство. Но мне важна... Ты знаешь, я не могу отвязать человека от его искусства, я просто не могу. И если что-то не так с человеком, я больше не могу его искусство воспринимать. Для меня важен человек за картинами, за рисунками, его личность, его сила, искренность и какие-то такие вещи. Ну и все, пожалуй. Ну, такой, знаешь, это вот мой момент сейчас в жизни. Мне важны люди. Люди, и как сказать, люди это на первом месте, что они делают и как они делают, уже на втором. А 3 пока оставим свободно? Да, 3 вакантно, можно подумать, да. Спасибо тебе большое за сегодняшний диалог. Я думаю, что можно будет обязательно, если понравится наш сегодняшний диалог, его как-то продолжить на какие-то более глубокие темы. Но мне бы хотелось, чтобы интервью было достаточно емким и оставались вопросы, которые позволят всем, кто смотрит сегодня, заглянуть к Зарине в профиль, посмотреть работы, больше проникнуться ее искусством и действительно вовлечься в эту творческую жизнь художника, потому что очень важно спрашивать художника, смотреть, что же он делает, как это происходит у него. И именно эта искренность человека позволяет нам знакомиться с творчеством, как-то расширять горизонты. Поэтому спасибо вам, что смотрели. Зарина, спасибо тебе большое за честность. Тебе спасибо, что пригласила меня и позволила рассказать. Ну, так что, если есть какие-то вопросы, обращайтесь. Я очень люблю разговаривать. Спасибо.